прошлой серии Денис Морозов добирается в Исламабад, столицу Пакистана, а на следующий день вылетает в Квету с военного аэродрома. В Квете Денис приводит оружие к бою и выдвигается на охоту. Первой его добычей становится сулейманский мархур. На следующий день Денис отправляется в Черные скалы для того, чтобы добыть афганского уриала. Пуля попадает в лопатку животного, но животному удается скрыться. Все, домой идем. Нету уриала нашего. Завтра будем искать. Третий день охоты в Пакистане. Сейчас пересматривали видео вчера вечером. Хорошо, попадание. Все было хорошо, но редчайший случай, когда пуля прошила вроде бы все тело, не задела ни одной кости и прошла между, там, наверное, ребер, выходное отверстие, прям по центру животного. Но, я так понимаю, мышцу немножко повредила, но все ноги у него целые и вчера ушло. Сейчас в 6 утра уехала большая группа на разведку. Мы сейчас вторым этапом поднимаемся на середину горы и будем мониторить. То есть, вот тот случай, когда в Пакистане, когда 50 человек на охоте, вот здесь они, первый раз они все в помощь. Это обычно бестолковое дело какое-то. Сегодня все горы обсматриваем и очень надеемся, что мы сегодня доберем нашего уриала. Чуть-чуть из графика выбиваемся, но охота не может быть запланировано, все-таки не зоопарк. В общем, надеемся, что сегодня доберем нашего уриала и двинемся дальше. Побежали. Люди ищут раненое животное, и они знают, где оно может находиться. Они проверяют все места лёжки, пастбища и те места, где они обычно живут. Так что они проверяют все возможные места. Кончики просто. Так, пусть это далеко все круги. Вот, да, они здесь. Что-то увидели, спор какой-то, но неуверенность какая-то. Баран, не баран. Нужна труба. Не спор серьезный. Удивительный народ. Мы должны были все разойтись, вроде кто-то разошелся, у нас 15 человек опять, табун целый. В общем, поднимаемся, ищем нашего уриала подранка. Вроде по следу идем. Здесь был либо вчера, либо сегодня. По следу поверху идет. У местных жителей все хорошо. Они никуда не спешат. К ним приехали гости из далеких стран, а это значит, что нужно проявить радушие, приготовить чай, подсушить лепешки на огне и спокойно посидеть у костра на вершине горы, просушив одежду после подъема. Так может показаться с первого взгляда. Но на самом деле у каждого из них своя задача. Тот, кто носит воду, не смотрит в бинокль.
Егеря сидят на вершине горы с биноклем и осматривают все склоны, хребты и кулуары. Те места, где может пастись или укрываться животное. Мы нашли одного. У него здесь темное пятно. Темное? Да, как высохшая кровь. Итак, мы должны составить план. Подойдем ближе, мы должны посмотреть. Эти ребята пойдут ближе. Если это он, ты его доберешь. Чего радоваться? Надо еще найти, добрать его. Пусть радуется, уже руки жмут, как будто уже запаковали его. Увидели вроде нашего подранка, а вроде кровь лежит, кровь. Сейчас ребята подкрадутся, посмотрят поближе. Но ощущение, что кровь. И мы пойдем. Он лежит или ходит? Он лежит. Но он не помер. Нет. Он не двигается и не помер. Как далеко отсюда? Может быть, километр-полтора? Нам нужно пойти назад, а эти ребята пойдут здесь. Приблизят и сделают фотографию. Им нужно убедиться. Хорошо, я думаю, нам нужно начать идти потихоньку, потому что 1500 метров — это далеко. Да, но сначала пусть убедятся, что это он. У Дениса появился шанс добрать подранка. В противном случае охотника оштрафуют на кругленькую сумму и закроют лицензию на Уриала. В таких случаях охотник может остаться без добычи, без лицензии и без зачета в охотничьих клубах. И в следующий раз охота на афганского Уриала может состояться только через год. А это опять дорога, опять время и опять затраты. И самое важное, что охота на этот вид животных может быть приостановлена на неопределенный срок для восстановления популяции. В истории бывали случаи, когда охота на определенные виды животных была запрещена на срок более 10 лет. Можно только представить, какие чувства испытывает охотник в такой ситуации. Мы поднимались, пока они двое ушли сюда, мы не увидели. С той стороны ребята стоят с рациями. Начали кричать нам. Знаете, раньше поднялись нас и ушли. Опять неудача. Нашли, можешь идти. Нашли подранка нашего. Посмотрим. Животные прям рядышком за камнем. Сейчас проверим. Дальномер не работает.
Батарейка разрядилась. Добрали подранка. Добрали. Лежал под деревом, уже не шевелился. Добрали. Слава Богу. Ага. Да, все. Фух, домучили мы Урала афганского. Один из сложнейших трофеев нашей, получается, пакистанской истории. 2 дня за ним гоняемся. Вчера сделали подранка. И сегодня только к вечеру его нагнали. Нагнали уже здесь за 3 горы. Лежал он под деревом, уже не шевелился. В общем, кое-как домучили. Уже выбились из графика сильно. У нас еще один мархур. Фух. Уже поздно. Будем подниматься ночью. Еще нам в гору спуститься. В общем, наверное, самый сложный трофей будет. Кроме асторского мархура, который у нас сейчас здесь был. Это, наверное, по второй сложности идет по охоте. Фух, слава богу. Домучили 2-й трофей в Афганистане, афганский Уриал в Пакистане, на границе с Афганистаном. Это 17-й трофей в классификации Капра. Фух. У нас еще один мархур, и Пакистан закончен. Двигаемся дальше. Спасибо. Доброе утро. 4-й день в Пакистане. Слава богу, вчера добыли Уриала. И сегодня утром рано встали. Стараемся пораньше вылететь, но погода не очень. Видите, у нас задача с Кветой перелететь в Исламабад и сегодня же перелететь в Читрал. В Читрале будем охотиться на кашмирского мархура. Очень надеюсь, что сегодня доберемся до Читрала, и завтра уже будем охотиться. Может, Бог даст. И завтра это будем. Разведку вроде ребята сделали. Мархур есть, ждет. В общем, продолжаем путешествие по Пакистану. Провожает все поселение, можно сказать. Хорошие ребята такие. Конечно, без них бы эта охота не была такой красочной, скажем так. Другой народ, другой мир. Охота, конечно, дает возможность посмотреть на людей, на мир. Конечно. Туристическую поездку сюда никто не приедет. Очень интересно. Люди интересные, обычаи, народность. Сердце теплое. Спасибо, ребята. Спасибо. Ну вот и все. Экспедиция в горах Таргар завершена, сулейманский мархур и афганский Уриал добыты. Теперь Денис отправляется в аэропорт Кветты, где их ждет самолет, который доставит их в Исламабад. Оттуда группа отправится дальше на северо-запад страны, в Читрал, где их ждет долгожданный кашмирский мархур. Путь предстоит неблизкий, и, судя по всему, он будет непростым. Все источники сообщают, что в Читрале плохая погода, и группе, скорее всего, придется добираться туда на автомобиле.
произошла заминка. Называется «Все бывает на охоте». Должны были сегодня добраться до Исламабада и с Исламабада перелететь в Читрал, где должны были охотиться уже завтра на кашмирского мархура. Это последний мархур, последний трофей в этом путешествии. Но погода внесла свои корректировки, и, в общем, Исламабад не принимает. Здесь погода хорошая, но в Исламабаде очень сильный туман, тучи, дождь. Там, в общем, погода испорчена. В Читрале такая же ситуация. Планы корректируем. Задержка по времени очень серьезно, сдвигаются графики. Сильно выбились из графика, но надежда еще есть добыть. Основная задача уже на сегодня не добыть, а добраться до Читрала. Поэтому очень надеемся, что мы завтра доберемся и уже послезавтра можем приступить к охоте. Пока отдыхаем после 3 дней такой суровой охоты, в общем, тоже неплохо немножко отдохнуть. Сейчас отдыхаем, вечером ужинаем. Хотели вечером в ресторан пойти. Сейчас говорят, ребята, в ресторан ходить не надо. Тут выборы, и тут 3 группировки, 3 лидеров поддерживают друг друга. Начались в городе перестрелки. В общем, в принципе, тут все спокойно, но так, немножко конфликтует. Тут, если конфликт, сразу за оружие. Как мы уже говорили в первой части фильма, в Белуджистане действует армия освобождения Белуджистана, вооруженное формирование, представляющее интересы этнической группы. Оно стремится к независимости региона от Пакистана. В Пакистане, США, Китае и Европейском Союзе эта организация признана террористической. Что тут скажешь? Решили не выходить из отеля. Доброе утро. Сегодня 5-й день охоты в Пакистане. Очень нужно попасть сегодня в Читрал, потому что очень сильно выбитый из графика. Немножко погода внесла свои корректировки, как и бывает на дикой охоте. В общем, задача сегодня добраться до Читрала и завтра уже начать охотиться. Очень надеемся и верим, что это все получится у нас. Все, полетели. Судя по новостям, вчерашний вечер в Кветте слегка был неспокойным. Скрестив пальцы, группа выдвинулась в аэропорт. Накачка шин выглядит хорошо. Никаких боковых движений, никаких царапин, ничего. Проверка полного и свободного движения. Статические разрядники все 5 на месте. Навигационный свет и технический свет в порядке. Лопасть сваливания в порядке. Сливы чистые. Моторный отсек. Проверка всех труб в порядке. Никаких утечек, никаких просачиваний. Самолет готов. Все, вроде дают добро на взлет. На Читрал еще неизвестно. Но на Исламабад уже точно вылетаем. Есть немножко хорошие новости. В Исламабад прилетим, и там либо на машине, либо дальше продолжим полет. Добрались до Исламабада, слава богу. Сейчас смотрим погоду, вещи не разгружаем самолета и будем надеяться, что мы сегодня
и вылетим на Читрал. Итак, как вы уже знаете, погода плохая, и в Читрале последние 2 дня шел снег, и по дороге в Читрал. Поэтому не рекомендуется ездить по дороге вечером, потому что снег превращается в лед, и машины могут скользить. Поэтому теперь, учитывая последние погодные условия, нам нужно пересечь перевал высотой 4500 метров, чтобы попасть в долину Читрал. Поэтому мы рекомендуем, как вы сказали, что мы полетим в Сват, который является последней поворотной точкой. И если погода будет видна на перевале Лавари, то вы спуститесь в Читрал. А если погода будет плохой, то вы вернетесь в Исламабад. А затем завтра в 2 или 3 часа мы отправимся на машине. Поэтому к солнечному свету вы окажетесь в районе, который полон снега. Денис принимает решение попробовать пролететь перевал. По опыту из прошлых лет, дорога на автомобиле действительно отнимает много времени и сил. А учитывая погодные условия и особенности вождения в Пакистане, с легкостью можно получить сердечный приступ. За иллюминатором не лучшая обстановка. Капитан борта сообщает, что все закрыто облаками, но он попробует найти просвет для того, чтобы сделать безопасный нырок в ущелье Читрала. Сделали попытку добраться до Читрала на самолете. В общем, был один шанс прорваться, но в общем, не получилось. Все облаками затянуто, очень опасно. И принято решение было вернуться обратно. В общем, сейчас еще раз обсуждаем, может быть, сейчас можем выехать, на полпути переночевать, потому что ночью ездить тоже нельзя по трассам. Там снегопады, и, в общем, дороги чистят. Может быть, сейчас полдороги проедем и завтра завершим. Либо уже в 2 часа ночи будем подниматься и завтра весь день в дороге, в общем, катастрофа. Уже времени нет, уже все лимиты исчерпаны, даже не понимаю, что делать. Кашмирского маркура надо добить. Короче говоря, едем сейчас в направлении Читрала. Там, в общем, какой-то городок от 3,5 часа отсюда. Там заночуем. И завтра 6 часов, и мы в Читрале. В общем, попробуем даже завтра поохотиться. В общем, планы такие. Промежуточная остановка по дороге к Читралу. Завтра подъем в 5 утра, и на 3-й день, может быть, все-таки доберемся до Читрала. Такое длинное путешествие. Меня зовут Абдулла Ибрагим, и я работаю инспектором по дикой природе. Я работал на правительство, а также работал в частном порядке в общественных охотничьих угодьях в разных провинциях Пакистана. Около 414 охраняемых территорий, включая более 30 национальных парков в Пакистане.
Существует около 30-38 заповедников, где в основном происходит процесс размножения, где охота или любая другая незаконная деятельность полностью запрещены. Вы не можете сделать ничего подобного в заповеднике. Таким образом, в Пакистане существует около 134 заповедников, которые работают над трофейной охотой. Так что в основном то, что происходит во время трофейной охоты, это животное, которое завершило свою естественную продолжительность жизни. На это животное охотятся, и оно может умереть из-за естественной смерти через год или 6 месяцев. Так что выбирается именно это животное, и на него охотятся. Так что после охоты на это животное, доход, который генерируется от этой трофейной охоты, идет на сохранение, защиту и разведение этого самого вида. Будь то пенджабский уриал, будь то уриал Блендфорда, будь то кашмирский мархур или сулейманский мархур. Так что в основном можно сказать, что основная концепция этого или важность этого процесса трофейной охоты заключается в том, что вы получаете доход, а затем вы тратите его на защиту и сохранение этого вида. Так что трофейная охота в основном помогает в защите, сохранении и сохранении любого вида. Разница между охраняемым и незащищенным животным заключается в том, что районы, где ведется трофейная охота, численность этого конкретного вида всегда выше по сравнению с теми районами, где трофейная охота не ведется. Вот что делает эту программу трофейной охоты и программу охраняемых территорий немного более значимой, чем те территории, где она не ведется. Доброе утро. 5-й день охоты в Пакистане. И переночевали по дороге в Читрал. Сейчас пораньше встали, и очень хочется добраться до обеда. До обеда, хотя там завалено снегом, перевалы все сложные, ночью ездить не дают, только днем. Задача добраться до Читрала сегодня и, может быть, даже попробовать сегодня после обеда и поохотиться. В принципе, если там снег придавил, мархур внизу. В общем, недалеко там подойти к нему. Очень сильно выбирается из графика. То есть уже такой на грани вообще совершения этой охоты идем. Но надежду еще пока не теряем. В общем, с воскресенья нам точно нужно уезжать. Там еще день добираться. В общем, как получится. Кашмирский мархур у нас дает самое тяжело. Тяжело в дороге, может быть, легко на охоте. Ну, посмотрим, как оно произойдет. В общем, сейчас выезжаем и пробуем добраться до Читрала к обеду. У нас сопровождение, вон, 2 парня с автоматами. Сказали, VIP протокол. До самого Читрала нас будет сопровождать впереди машина. Наверное, так безопаснее, но они только добавляют каких-то острых ощущений. 2 парня замаскированы, автоматы. В общем, по-пакистански передвигаемся. Фу, остановились позавтракать. Нас всю дорогу полиция сопровождает. Военные, полиция. В общем, по-пакистански движемся. Ну, еще часа 3-4 мы на месте. Сейчас где-нибудь позавтракаем и двинемся дальше.
группа делает вынужденную остановку у самого длинного тоннеля Пакистана. Его длина составляет 18 километров. В это время с другой стороны перевала едет автомобиль с газовыми баллонами, поэтому движение было временно приостановлено из соображений безопасности. Пользуясь случаем, полицейские, сопровождавшие группу, решили взять интервью у Дениса для своих социальных сетей. При каждом пересечении провинций нас останавливают на всех блокпостах для проверки документов, даже несмотря на наше полицейское сопровождение. По дороге от Исламабада до Читрала вас остановят примерно 8 раз. Открыто? Да, открыто. Это традиционная кровать. Хорошо, садитесь здесь. नहीं चपाती चपाती Только что приготовленная чабати. Мука, вода и больше ничего. Очень вкусно. Завтракали в мишленовском ресторане пакистанском. Самая вкусная еда за неделю пребывания. Самая обычная, придорожная, даже не знаю, как даже назвать. Даже людей здесь никого нет. Ничего вкуснее не ели в Пакистане. Очень вкусно. Солнышко светится, снег лежит. Еще пару часов и мы в Читрале. Может, даже сегодня и поохотимся. Как Бог правит. Перевал Ловари, через который шел наш длинный тоннель, располагается на высоте 3100 метров над уровнем моря. Из-за сильных снегопадов жители Читрала, которые с ноября по май оказывались оторваны от остального Пакистана, просто мечтали о том, чтобы такой тоннель наконец появился. Его строительство началось в середине 70-х, а сдан в эксплуатацию в 2017 году. Можно только представить радость местных жителей, которые смогли дожить до дня открытия тоннеля. Красота за окном автомобиля незаметно сгладила дорогу и скоротала наше время. Спустившись с перевала, на улице заметно потеплело. Позади 10 часов дороги. Мы подъезжаем к Читралу. Это самый северный округ провинции Хайбер-Пахтунхва. Хайбер – это название Хайберского прохода, древнейшей дороги в Южную Азию с северо-запада, и Пахтунхва – земля пуштунов, иранский народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана. Добрались до гостиницы в Читрале. Сейчас быстро переодеваемся и сразу на... Да, погода хорошая. Смотрим, улучшится. Позже приедут люди и заберут нас. Когда приедут люди? Через 2 часа мы будем на охоте. То есть встречаемся тут через час-полтора? Да. Dennis, nice to
Добро пожаловать в провинцию Хайбер-Пахтунхва. Спасибо. Это принц Сабу, молодой энергичный парень. Он поедет с нами. Принцы встречают. Это не принц. मेहनत को शिकार उधर भी पहनाएंगे ये तो मैं अपनी तरफ से इनको पहना रहा हूँ। Глава коммуны Кхан дарит Денису белую сапит-топи с символом Мархура. Это очень почетный головной убор в Пакистане. Только успев немного перевести дух с изнурительной дороги, как сразу же группа выдвигается на охоту в соседнее ущелье. И по дороге нам попадается... Вон там молодой Мархур. Молодой Мархур спустился к реке прямо у дороги. Во время предыдущей поездки в Пакистан нам рассказали, что в охоте на асторского Мархура иногда участвуют пожилые охотники, которые не могут подняться в крутые горы Гильгита. Эти охотники могут неделями ждать у реки, пока Мархур спустится на водопой. Здесь у ребят стоит телескоп. Они зовут тебя. Вот он. Он идет направо. Будем надеяться, что он подойдет. Он движется направо, скорее всего, подойдет ближе сюда. Блин, Пакистан. С каждый регион приезжает, все больше и This больше is for людей. you, for photographer. You meet. Ты первый охотник в этом году. Короче говоря, смотрим на Мархуров. 3 Мархура, здесь самца. Один самый крупный идет в эту сторону. План такой. Делаем ничего, отдыхаем, загораем. Потом, когда Мархур подойдет поближе, мы сядем на машину. На машине поднимемся на гору, стрельнем и на машине спустимся с горы. Короче говоря, такой охоты не бывает нигде. Ну, это, по крайней мере, с их слов. Посмотрим, как будет. Вот что я говорил тебе. Он идет вправо. Сейчас. Да, он идет вниз. Это очень красивое существо. Куда-то едем. 500 миллионов человек. Было 100, теперь уже миллион людей. Ой, мама мия. Господи помилуй, Господи прости. Денис, просто подойди, не торопись, а потом сделай выстрел. Он не здесь. Он обойдет скалу и появится. Дистанция 430 метров. Мы будем делать выстрел отсюда? Да, он за скалой. А он боится нас? Нет. Мы будем делать выстрел отсюда? Да. Мархур выйдет вот в этом регионе. Хорошо. Я ставлю оружие. Батальон уже, я не знаю. Мама мия. 2 деревни пришло посмотреть. Где он? Здесь? Видишь, там 3 камня? Да, я вижу его. Идет к черному камню. Двигается одна самка перед ним. Идет вверх. Ты видишь? Встал.
Он бежит вниз. Теперь вверх. Денис, сюда, иди сюда, сюда, вверх. Вверх, вверх. Ты видишь? Ты видишь? Мой друг, иди ко мне. Едем. Он пойдет вниз за горой. Ты возьмешь животное, ты возьмешь животное. Не переживай, Денис. Ты жди, когда остановится. Prince of Sugar. Good shot. Good shot. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Big congratulations. Big. Thank you. Nice shot. This was last time. Very good shot. Добыли только что кашмирского мархура. Наверное, если бы взять, так это, наверное, была бы самая легкая охота, потому что даже в горы подниматься не надо. Он спускается вниз и, получается, стреляешь, грубо говоря, с дороги. Первый раз в жизни такая охота на мархура, еще и горная такая, мощная в Пакистане. Но очень неудобно стрелять снизу, и он все время двигался. 500 метров дистанция была, уже смертельная пуля. Добрали. Животное очень большой кашмирский мархур, прям большой. Пролетел, наверное, метров 300 со скалы. Немножко повредил рог, но в целом целое животное, потому что очень большая база, очень крупный мархур, очень большой самец. Добили мы поездку, и заболели, и погода, и, в общем, все как положено в настоящей дикой охоте получилось. И все, эпогей нашей поездки в Пакистан – это кашмирский мархур. Мы добыли сулейманского мархура, афганского уриала с опозданием, но счастливые, будем возвращаться домой. Спасибо всем ребятам, конечно, организация на высшем уровне, но, конечно, как в кино, я не знаю, столько людей в жизни не видел. Наверное, человек 100 собралось. Болельщиков еще больше нервозности придают, но тем не менее, мархур у нас, все счастливые, ребята счастливые, мы счастливые. Охота в Пакистане закончена. Не нашли? Люди не искали? Нет, нет. 44 дюйма и половина. 44 с половиной. Если бы рог не отломался, я думаю, было бы 46 дюймов.
Никто не узнает, было бы больше, чем этот рог или нет. हम आपके भाई हैं यार, हम आपके भाई हैं। बिल्कुल हम बहुत खुश हैं कि हम Есть. इसको बता दें कि हम Нашли кусок обломанного рога. О май гад! Таксидермия сделает. It is not broken. Счастливые люди живут и радуются жизни. Нашли рог, пляшут, танцуют. Что еще надо для счастья? Найти кусочек обломанного рога. Очень большой. Да, очень большой. Это первое место по добытым тут мархурам. Ты будешь чемпионом региона. Ты будешь первым. Каждый цент, потраченный Денисом на приобретение лицензии на добычу мархура, пойдет на поддержание местных коммун, развитие инфраструктуры и, конечно же, на сохранение столь красивого и редкого вида животного, как мархур. Помню, остановили полицейские уже под Исламабадом. Говорит, мы вас знаем. Уже в интернете везде сказали, русский добыл кашмирского мархура. Вот так, под вспышками камер и воем сирен, мы отправляемся на поиски новых охотничьих трофеев и приключений. Благодарим за внимание. До скорой встречи.